Конец сентября, начало октября – это всегда тревожное время для тех, кто выращивает инжир в умеренном климате. Дозреет или не успеет дозреть? Вот в чем главный вопрос. На мой взгляд, существует два главных фактора. Это сорт и это, конечно, погода. Все остальное вторично, все остальное – это вспомогательные наши действия. Итак, сорт. Мы привыкли, например, что яблоки есть летнего срока созревания, есть осеннего срока созревания. Точно так же у инжира есть сорта, которые рано созревают, есть сорта, которые поздние, позже созревают. В среднем для умеренного климата, скажем так, для большей части Украины, срок созревания инжира 90 дней. Вот от того момента, когда появится только зачаточек будущей фиги, до ее полного созревания должно пройти примерно 90 дней. К примеру, чтобы вам было понятней. Если вы обнаружили, что в конце июня вот здесь, в этих пазухах листьев образовались зачаточки будущих плодов, отсчитайте от этого момента 90 дней, 3 месяца. Получится, что эти фиги должны созреть к концу сентября при хорошей, жаркой, теплой погоде. Если же с погодой не повезло, если холодно, если дождливо, то вполне возможно, что они не успеют созреть к концу сентября и, может быть, вообще не успеют созреть. Поэтому погода – это очень важный фактор. Вот пример вот этого инжира. В 2022 году лето здесь, в Германии, было засушливым, жарким, осень была долгой. И с этого инжира, с этого дерева инжира мы собрали довольно хороший урожай. Несколько мисок собрали этих плодов. Но 2023-2024 год были совершенно другими. Лето было холодным, дождливым, осень довольно короткая. Вот самое удивительное, что зима здесь довольно теплая, он растет без укрытия. Но при этом осень, вот сентябрь, октябрь, как правило, уже не очень комфортный для инжира. Большое количество дождей, вот сейчас дождь только закончился. В момент созревания плодов это очень плохо. И плюс, конечно, температура воздуха. Инжир любит тепло, инжир любит жаркий климат. И какой же я делаю для себя вывод? Вот этот сорт инжира не подходит вот к этому конкретному месту, к этому региону Германии с его, в общем-то, специфическим климатом. Здесь нужно искать какой-то более ранний сорт. Вот этот сорт начинает созревать в первой декаде октября. А в это время здесь уже, особенно по ночам, уже достаточно холодно, где-то ниже 10 градусов тепла, температура опускается. Если бы был сорт, который созревал бы где-то в конце сентября, шансов получить хороший урожай, конечно, было бы гораздо больше. Хорошо, сорт мы, предположим, найдем ранний, погоду изменить мы, в принципе, не можем, но мы можем кое-что сделать. Я сказал, вот эти вторичные факторы, вторичные какие-то мероприятия, которые мы можем сделать для того, чтобы все-таки дать шанс нашему инжиру дозреть. И как это ни парадоксально прозвучит, но эти работы по осеннему созреванию инжира нужно начинать уже весной. Если вы выращиваете инжир с укрытием, а я уверен, что на большей территории Украины именно с укрытием его нужно выращивать, так вот не спешите весной его слишком рано открывать. Уберите основное укрытие, когда закончатся морозы, но накиньте сверху на ваш куст агроволокно, 60-очку, можно даже в 2 слоя. Для чего? Для того, чтобы этот инжир быстрее там под этим укрытием прогревался, чтобы он разгонялся немножко, чтобы он быстрее мог стартануть. Для чего? Для того, чтобы вот быстрее начали отрастать вот эти молодые новые побеги. Ведь именно на молодых новых побегах и формируется основной урожай инжира. Чем раньше он проснется, чем раньше он начнет вегетацию, тем раньше вы получите урожай и, скорее всего, тем больше шансов, что осенью он дозреет. Правда, тут надо сделать небольшую оговорку. Многие разгоняют инжир под укрытием, а потом убирают это укрытие и подставляют молоденькие, только начинающие отрастать листья под пекучее солнце весеннее. Естественно, листья сгорают, и таким образом сводится на смарку вся вот эта предварительная работа. Не делайте так, делайте постепенно. Собственно, что я вас учу, ведь рассаду помидор никто не вздумает из комнаты, где она прорастала из семян, сразу выносить на пекучее солнце. Делайте все постепенно, аккуратно, закаляйте свои разогнавшиеся под укрытием кусты инжира. Следующее важное мероприятие – правильное место посадки. Вот попытайтесь использовать стену вашего дома как своеобразный аккумулятор тепла. Если посадить инжир под южную, а лучше юго-западную стену, которая хорошо вечером именно прогревается солнцем, ночью она будет работать, эта стена, и отдавать тепло дополнительное вашему инжиру. Но не сажайте слишком вплотную. Отступите где-то примерно метр
Для чего? Ну, для того, чтобы инжир освещался со всех сторон равномерно, чтобы он хорошо проветривался, чтобы застоя воздуха там не было. Но самое главное, для того, чтобы было место, где вы осенью поставите опоры и опять натянете агроволокно. Да, именно так. Если вы осенью, когда наступают первые холодные ночи, укроете свой куст агроволокном снова, вы прибавите как бы несколько дней теплых для своего куста инжира. Ну и, конечно, очень хорошо, если ваш куст инжира сформирован в виде какого-то стелящегося куста, когда ветки находятся ближе к земле, ведь земля довольно долго сохраняет тепло. Можно даже сделать мощение под своим кустом, выложить плиткой или засыпать щебнем. Тут, правда, смотрите, не пересушите свой куст. Следите за влажностью земли. Так вот, сделав такое мощение, вы сделаете дополнительный аккумулятор тепла для своего инжира. Что еще мы можем сделать, чтобы помочь нашему инжиру вызреть? Примерно в начале августа прищипните верхушки своих побегов. Для чего? Перенаправьте силы растения не на рост, а на вызревание плодов. Следующий момент. Я удаляю листья на побеге. Для чего я это делаю? Чтобы плоды, которые уже там образовались, чтобы они получили солнце по максимуму, тепло по максимуму. Это увеличит шансы их вызревания. Но я удаляю не все листья. Оставляю несколько штук на верхушке, потому что листва – это важная часть питания растения, в том числе вызревания вот этих плодов. Обязательно удалите мелкий горох. Сейчас попытаюсь показать. Дело в том, что вот этот мелкий горох, помните, про 90 дней я говорил, он уже не успеет вызреть, но при этом силы растения тянуть на себя будет. Он вам не нужен. Удаляйте смело, оставляйте только крупную зависть, у которой действительно есть шанс вызреть. Обязательно удаляйте вот такие стрелки, на которых нет плодов. Они силы тоже тянут, толку от них нет, они вам не нужны. Удаляйте смело. Осенью, в сентябре, в начале сентября, можно дать удобрение вашим инжирам, но не давайте его под корень, потому что давание под корень это связано с поливами. А вот сейчас, когда созревают эти плоды, поливы совершенно не нужны, потому что ягоды могут полопаться и начинать плесневеть. То есть вы, опять же, урожая не получите. Но зато можно удобрить по листьям, но ни в коем случае никакого азота, только фосфор и калий. Сейчас даже есть какие-то, насколько я знаю, препараты, которые так и называются, для ускорения созревания урожая. Можно их попробовать, если хотите. Ну и, наконец, если уж совсем вам не повезло с погодой, с сортом, но фиги у вас большие висят уже, но недозревшие, великолепный вариант из таких фиг – варить варенье. Вот именно варенье из недозрелого инжира очень вкусное. Я не буду никаких рецептов вам говорить, в интернете их полно. Поищите, наверняка найдете. Ну и, наверное, стоит иметь план Б. План Б – это выращивание инжира в контейнерах. Найдите для него светлое и теплое место, и вы гарантированно будете с урожаем. Ну вот, у меня, наверное, на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Хороших вам урожаев. Увидимся.